Что значит подготовка команды? Здесь надо иметь в виду, что, собственно, само участие есть цена, которая там нам обойдется, само участие в Олимпийских играх. И если я не ошибаюсь, там сумма у нас около 200 миллионов рублей. Значит, это участие команды, это перелет, полет, проживание, командировочные и прочее, прочее. Это вот цена. У нас есть программа, впервые мы к Сочи сделали, но я так вам скажу, что ведь 4 года между Олимпийскими играми, это сегодня, здесь все. Здесь участие в чемпионатах мира, кубках мира. То есть команда готовится через все турниры. Поэтому вот этот вопрос, конечно, если я скажу, что мы потратили в районе 6 миллиардов за этот период на летние виды спорта, то вы завтра возьмете и скажете, что это потрачено на подготовку к Лондону. На самом деле, это сегодня ресурс, который потрачен за все 4 года на летние виды спорта, которые готовились, участвовали в Кубках мира, чемпионатах мира. А сама подготовка к Лондону начнется за дней 30, вот когда команда в некоторых видах, цикл подготовки, вот месячный, вот 30-дневный. Вот может быть нам вот эту цифру высчитывать вам, показывать. Потому что я после Ванкувера отвечал на эти вопросы. Взяли просто за все 4 года деньги и поделили на количество золотых медалей. И сказали, вот видите. Цена золотой медали. Да. Но, понимаете, вот легкая атлетика, наша любимая, главный вид спорта, да, они за это время провели 2 чемпионата мира, чемпионат мира в закрытых помещениях. На все же это мы тратим, сборы, перелеты, полеты, расширенный состав команды. Сама команда появится, собственно, после отбора и где-то за 30 дней, вот эти 32 дня, последний заключительный сбор, это и будет, собственно, подготовка. Надо научиться считать как в футболе. Мы за 30 дней получаем команду, ее сажаем на базу, 30 дней готовим, потом она едет, месяц участвует в соревнованиях. Вот эти деньги, которые потрачены, это и есть, собственно, подготовка. Мне кажется, мы нашли какой-то такой оптимальный баланс между моральным и материальным поощрением. Все-таки вот мы задаемся, считаем, действительно, я с вами согласен, деньги в спорте не все решают. И абсолютно не все. Я вам скажу, что вот еще Александр Мич работал заместителем председателя, нам удалось, наверное, только 2 года назад, да, Александр Мич, как-то стабилизировать ситуацию с зарплатами, с оплатой труда. С 1 января только 2011 года мы нормализовали ситуацию. Средняя зарплата у спортсмена была в сборной страны 12 тысяч рублей. 240 дней в году в среднем это тренировочная работа вне семьи. Это его работа. Почему же? Это оплата труда. Это человек отдает часть своего здоровья. Он лучший, условно говоря, в этой области человеческой деятельности. Мы не везем на игры человека, который не стал чемпионом России, не выполнил какой-то норматив. Бывает, что человек чемпион России, а по уровню он 15-20 в мире. Что ж ты сделаешь здесь? Но он все равно лучший в России, этот человек. И поэтому, конечно, если у людей у всех семьи, в общем-то, дети, родственники, конечно, а как же им жить? Просто так ездить, тренироваться, принцип уже, в общем-то, несколько другой. Все достаточно, спорт становится, побеждать в спорте, это не просто здоровье уже твое, это уже и сегодня и достижение страны в том числе, потому что и технологии во многом техническом виде спорта решают, лодка там и прочее, можно там технические виды спорта разобрать. Поэтому мы исходили из того, что, на наш взгляд, мы в прошлом году нашли, в 2011 году, некий такой баланс. Между системой оплаты труда мы несколько подняли заработную плату. Минимальная заработная плата в сборной 35 тысяч рублей, максимальная 120. 120 может получать только спортсмен, который становится чемпионом мира, который является заслуженным мастером спорта. Молодой спортсмен, который попадает в сборную, он получает 35 тысяч рублей. Дальше мы зашли из того, что 4 года он трудится в Олимпийские игры. Это еще и медаль нужно выиграть золотую. Мы сделали некий такой вот призовые, который я сказал. И все, больше ничего вокруг. И мы начали моральный фактор включать. И поверьте мне, что большинство спортсменов не из-за денег соревнуются. Вот сейчас в составе сборных, мне кажется, молодые, талантливые ребята, представляющие интересы своей страны. Посмотрите, Максим Ополев вернулся, олимпийский чемпион, и там такая конкуренция в этом виде дистанции. И он, видите, пашет там, готовится, и еще не знает, отберется он или нет. И это, конечно, достаточно непросто. Это труд, огромный, серьезный, большой труд. Раньше мы в плановой экономике жили, все планы составляли. А в рыночной экономике есть прогнозы. Но также и точно в спорте. На мой взгляд, совершенно бессмысленно план какой-то составлять, который является некой директивой. Но всегда есть смысл прогнозировать. Это нужно для самих себя понимать, на что мы можем рассчитывать. Но это не значит, что это какой-то
директивный план. Что касается материального стимулирования спортсменов, знаете, для того, чтобы человек стал олимпийским чемпионом в своем виде спорта, это, по сути, лучший в мире человек по профессии. Вот, если бы проводились Олимпийские игры, я не знаю, среди журналистов, среди столеваров, выявлялся бы лучший в мире, один. Для того, чтобы стать лучшим в мире в своей профессии, нужно жизнь на это положить. Тем более спортсмену, век которого, в общем-то, не очень долг, как известно. Невозможно в спорте там, после 35 лет продолжать находиться на вершине. Это единицы. Поэтому человек практически выкладывается и посвящает всю свою жизнь этому. И вы считаете, что 100 тысяч евро – это слишком большая награда за то, что он… Не считаю. Нет, и я тоже так не считаю. Поэтому мне кажется, что эта сумма, вот, которую государство платит в виде поощрения олимпийскому чемпиону, человек, который всю жизнь положил на то, чтобы дойти до этой вершины, и делает это не только из своих личных амбиций, он выступает за команду нашей страны. И он приносит престиж для нашей страны. И, кстати сказать, для большинства спортсменов это не менее важно, чем какая-то личная победа или материальное поощрение. Мне кажется, что это абсолютно нормально. Для того, чтобы мы сегодня вернулись и говорили здесь о том, и более уверенно говорили о пьедестале почета, и говорили и о первых, и вторых местах, нам, конечно, нужно как минимум сегодня изменить систему и, скажем, создать новую систему воспроизводства, там, скажем, там, членов сборных команд страны. То есть нужна полная модернизация системы подготовки спортивного резерва. Вот сегодня у нас в стране 8480 детских и юношеских спортивных школ. И есть явные проблемы в этой системе. 60% принадлежит системе образования. Это образовательное учреждение дополнительного образования. 30% не имеет материальной базы. На первых этапах подготовки тренер получает 6-8 тысяч рублей. Отсутствует методическая обеспеченность. Система соревнований, селекция и отбор. А у некоторых видов спорта вообще отсутствует скамейка запасных. И поэтому виды спорта, которые мы сегодня говорим, традиционно, смотрите, академическая гребля, это глобальный вид спорта, без которого говорить о доминировании в спорте вообще не приходится. Велосипедный спорт, 18 золотых медалей. Мы сегодня, так подают, вот у нас мальчик попался на допинге, но мы взглянем, давайте реально на все чемпионаты мира прошедшие и прочее, что мы там ничего пока не теряем и не выигрываем. У нас есть группа ребят молодых, которые могут побороться на треке реально там. Но разве можно так? Это мы отдаем. Пулевая стрельба. Мы начали возвращаться в спортивной гимнастике, но в женской части чуть-чуть вернулись. Мужская совсем молодая команда. И, естественно, конечно, вот это касается и Сочи, там еще сложнее зимы. Поэтому, конечно, главное направление удара. То, что сегодня есть в большом спорте, все обеспечено всем. И мы будем это продолжать. Но если не будет скамейки запасных воспроизводства, поэтому во многих командах мы приняли решение о создании 2-3, сегодня 4 составов. Вот есть первая, вторая команда, которая в центре сборных, и мы в этом году образовали специальное бюджетное учреждение Центр подготовки спортивного резерва. Вот Александр Ильич, когда вице-премьером был, раз 6, наверное, мы там обсуждали эту тему. Мы хотим создать некую систему. Да? Мы определили в каждом регионе опорные виды спорта, в каждом. Здесь сегодня есть Малмальская специализированная школа, точка роста. Там есть, там, условно, у нас в Воронеже школа там спортивной гимнастики, откуда сегодня и Комова, и другие спортсмены. Значит, мы должны прийти и сделать там центр настоящий. Там Ленинск-Кузнецкий центр настоящий. Я говорю, сейчас понял. Если в Омске Женя Канаева вышла, они получили прекрасный центр. Второе, мы выделили 1 миллиард рублей сейчас федерального бюджета на эту работу. Это субсидия, которая впервые в истории пошла на центры подготовки региональной. И федеральные базы. В 2008 году у нас где-то 14-15 видов спорта имели тренировочные базы. Мне, конечно, стыдно сегодня перед боксом, тяжелой атлетикой, перед борьбой.
Вот дзюдо только 7 апреля мы открыли для дзюдо-центр сборной команды страны в Звенигороде. А бокс сейчас вынуждены, вот с Павлом ездили на озере Круглом, переделать зал игровой и поставить настоящие туда соответствующие ринги и дать возможность боксерам готовиться к Олимпиаде в Лондоне. Потому что мы то Чехова, то где-то. Сейчас примером принято ряд решений. Мы выкупили у армии, забрали центр Кисловодский. Мы его модернизируем, уже сегодня легкая атлетика, борцы могут. Мы сейчас забирать будем базу в Подольске. Конечно, мы отстаем. Но вы же не можете скрипача на скрипке научить, когда у него нет скрипки. Есть некоторые виды спорта, технические в том числе, где нужно просто элементарные условия. И это ускоряется все, и мы уже рассчитываем, что в ближайшее время эта система выстроена будет, 2-3 года нам понадобится. Если вы посмотрите молодежные чемпионаты мира, даже в зиме, мы абсолютно первые с 16 по 23 года. Но вот задача, куда они потом деваются, переход. И второе, чтобы здесь была такая подпитка. Поэтому в этом будем направлении работать. И уже думаю, что буквально в ближайшее время, может быть, мы сразу после Лондона, будет программа, скажем, к Олимпиаде в Бразилии будет утверждена.